Друзья, всем привет! Вышли недавно телеграм-подарки, буквально вчера мы их заполучили. Давайте посмотрим, что думают авторы YouTube-каналов по этому поводу. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Lean Hustle, и давайте теперь популярно будем обсуждать все, что произошло с телеграм-подарками, которые вышли. Буквально вот этой ночью вышло у нас очень много подарков, это целых 6 штук, и... Ну, кстати, да, действительно, то, что я смотрел по чатам, то, что я смотрел по разным каналам, абсолютно все отмечают то, что помимо того, что 6 штук вышло, да, вышло еще в этих 6 штуках огромное количество подарков. Вот. И плюс они стоили еще большое количество денег. Тем самым это стартовая капитализация просто гигантская. Вот, конечно, это людям не помешало смести все, весь supply там за 3 минуты, какие-то подарки продавались, по-моему, за минуту. Что там, очки так вообще очень быстро улетели, Ридо, собачка и остальные, соответственно, также. Я лично захватил себе 20, по-моему, замков с автоботом покупал. Вот. Не знаю, насколько это интересная инвестиция, просто было интересно по фану посмотреть, что как сработает, не сработает автобот. Вот, но посмотрим. Да, так или иначе, что если под инвестиционные цели, то народ прям отмечает, что, с каждым разом капитализация растет, стоимость растет, количество огромное, и для препродажи, скорее всего, могут возникнуть с этим проблемы. Хотя насчет собачки не знаю, мне кажется, собачка прям гем. Давайте сейчас будем все по порядочку объяснять и рассказывать. Ну что ж, друзья, все ссылки находятся в описании необходимые. Также вы можете наблюдать, что ролик поделен на тайм-коды. Я тут себе выделил в блокноте темы, о которых уже начинаем. Чтобы там читать звезды. Можете сделать это без каких-либо... Давайте просто сухие факты. Было вкинуто 965 тысяч новых подарков. Это дохрена. То есть буквально плюс еще миллион. Это сравнимо с дропом подарков от Snoop Dogg. Очень много подарков. Ну, тоже отмечаю то, что большое количество supply, правда, Snoop Dogg, причем тут Snoop Dogg это вообще авторская коллекция, и мне кажется, не совсем корректно сравнивать подарки от Snoop Dogg и от официальной телеги. Плюс на день рождения Телеграма, да, то есть, собака и собаки от Snoop Dogg, это совершенно две разные собаки. Вот. Понятно, что могут быть вопросы там к замкам, фламинго, там еще кому-то. Ну, кстати, замки мне сложно представить, ладно, тут уже посмотрим. Вот как минимум собаки снупдоговские и телеграммовские, это просто вообще земля-небо. Подарков было выпущено, и я сразу же скажу, что здесь есть прямо подарки полное дерьмо, которые, я вам почти гарантирую, будет торговаться ниже себестоимости. Об этом чуть позже. С гарантиями тут уже... Посмотрим. Вот. Естественно, да, если Telegram продолжит клепать подарки просто по любому поводу, там каждый день какой-то праздник, естественно, все это дело будет укатываться. Но, кстати, по-моему, 1 сентября, как мне кажется, будет последняя дата, когда телега выпустит подарки, потому что под 1 сентября не было подарков, а дальше идет какая дата, там идет Хэллоуин. Хэллоуин уже были подарки. Соответственно, вероятно, да, еще, кстати, Дуров писал у себя в посте, что спрашивал, типа, что, будем выпускать подарки, не будем. То есть, если бы это было в планах прямо сейчас в финале, да, он бы, наверное, не спрашивал. Значит, будет еще дроп. Но если бы он планировал это бесконечно крутить, вертеть это колесо, то, соответственно, тоже нет смысла никого спрашивать. Поэтому очень логично, мне кажется, что к 1 сентября закончится это вот постоянный выпуск этой эмиссии подарков, и мы закроем это замечательное колесо сансары на 1 сентября. Итак, сама структура дропа была новая, и были те самые 3 премиум гифта, то есть их можно было купить только если у тебя был Telegram премиум, причем их можно было купить только при учете ограничений, а ограничения эти были в количестве подарков, которые можно было купить в одни руки, то есть можно было купить до 3 подарков в одни руки очки, хотя я не видел, чтобы кто-то больше купил, потому что это... Кстати, справедливости ради, вчера, по-моему, многие каналы стали шилить, как всегда, такие таблоиды, да, слухи, не слухи, что, по-моему, кто-то больше купил. Вот. Я не настолько задрот, чтобы там искать чеков, пруфы и аккаунтов реальных, чтобы это самому смотреть. Вот.
поэтому, наверное, не стоит говорить, что это стопроцентная правда, ровно как и не стоит говорить, что такого, в принципе, не могло быть. Вот. Во всяком случае, такая инфа ходит, что кто-то все-таки каким-то способом закупил себе собачек в большом-большом количестве. По-моему, даже видосики присылали. Вот. Просто, невозможно было сделать. Редо было до 5 штук в одни руки, и, значит, доска для серфинга до 10 штук. Опять же, их купили настолько быстро, что, в принципе, эти ограничения, я думаю, не понадобились. Давайте мы зайдем в раздел, значит, с временем выкупа и посмотрим, я уже это в прошлом ролике показывал, но, например, те же очки были выкуплены за 15 секунд, а самый дорогой подарок с сэплаем 500 тысяч был выкуплен всего за 3 минуты. То есть самый дешевый, наверное, да, вырос. Вот коктейльчики прям вообще вкусные, очень, очень интересный дизайн, и стоимость невысокая относительно этого сапплая. Очки прям интересно будет, что будет с очками на самом деле. Вот собачка, она... Мне кажется, многие ожидали то, что собака может стоить как раз-таки там 1030-50 звезд. Это уже такое прям супер символ сериграмма, близко приближенное к Пепе. Какой-то такой вот вайб, короче, очень прикольный. Я думаю, что если цена не улетит куда-то в небеса, когда собачки разлочатся, то, наверное, стоит подобрать. Вот. Друзья, это абсолютный, конечно же, рекорд. Те же подарки Snoop Dogg 40 минут тогда висели, но, с другой стороны, люди тогда и не ожидали, что они выйдут. Здесь прогрев был максимального уровня. Что еще? Да, кстати, это единственная коллекция, где Дуров прямо у себя в канале за час сказал, типа, чуваки, будет дроп. Сидели и прям сидите, смотрите. Вчера просто я специально тоже включил все оповещения на телеграм-каналах, как это будет происходить. Ну, то есть, там, Дуров выкинул, собственно, свой пост, и я включил все уведомления, помимо того, что у меня также стоит сигнал на автопокупку, у меня закинуты звезды на бота, чтобы он откупил, и, соответственно, на личном аккаунте тоже, я пополнил звездочки. Включил уведомления и смотрю просто все там через каждые 5 минут, что-то вышло, не вышло, какие-то новости, то есть все, короче, как будто бы просто весь Телеграм не спал с этих вот 23 часов до нуля. Потом 0, все пишут, ничего не вышло, как так, и тынс, уже подарочки вышли, поэтому да, прогрев был просто дичайший, и, собственно, да, то, что сколько там, 11 миллионов, по-моему, было заработано за 3 минуты, да, Телеграмом. Космические цифры. Считаю, в целом дроп среднестатистический для Телеграма. Опять повышают цены, опять повышают вместе с ними supply и как бы, чувствуют себя просто прекрасно. Вот. Да, как бы, мне кажется, это совершенно логичный путь, повышать цены, повышать supply, закон спроса и предложения. Пока люди покупают, все это будет повышаться. Не удивлюсь, если под сентябрьский, например, дроп будет еще выше цены, еще больше supply, еще больше ограничений, и все опять-таки это распродастся. Но важно тут, наверное, не пережать с точки зрения телеги, потому что если это будет сейчас вот тут за 3 минуты все откупали, а потом 1 сентября будет, не знаю, висеть, как с теми же, наверное, как с подарочными вот этими свечками. Они, по-моему, висели там вообще космическое количество времени. Потом я смотрю, supply там что-то из 300 тысяч, какое-то там было. Потом бум-бум-бум-бум, буквально за несколько минут его кто-то выкупил. Поэтому, кстати, свечки. Интересная тема. Вероятно, большее количество свечек, вот этих вот Happy Birthday, находится у кого-то конкретно, не в одних руках, да, но прям большое количество NFT-шек находится у одного покупателя. Вот. И телега, мне кажется, да, она вот под 1 сентября сделает так, чтобы не слишком быстро все ушло, но и не слишком долго растягивалось. Это я считаю хорошим вариантом, и про это уже поговорим чуть позже. Что касается очков, то есть это такой, значит, во-первых, прецедент, что наконец-таки, наконец-таки я считаю это не очень хорошо, что вышли подарки дороже 10 тысяч звезд, и причем не просто дороже 10 тысяч звезд, а 30 тысяч звезд, друзья, это... Мне кажется, даже если за 100 тысяч звезд бы сделали, их бы тоже выкупили. И это как раз-таки крутой прецедент, потому что, для инвесторов, да, для чуваков, которые по фану все это покупают и бабки не считают,
блин, ну ты на первичке покупаешь то, что доступно только там небольшому количеству людей, еще бы сделали какую-нибудь прикрутку по уровню, и от этого же и создается ценность, что кто-то себе может позволить, кто-то нет. И запускаются все эти замечательные механизмы, как зависть, как хочу так же, и люди вожделеют этими NFT-шками. Почему на эфире они также стоят каких-то космических денег? Потому что не все могли это позволить даже на стартовых ценах. Конечно, если честно, уже прям перебор. То есть давайте, для того, чтобы посчитать цену в звездах, мы просто 30 тысяч умножим на 1,5, и это получается $450 нужно было выложить за каждые такие очки. И еще улучшение, напоминаю, то есть для тех, кто купил, если кто не в курсе, то улучшение от подарка стоит 20% стоимости, если она не меньше 25 звезд. Соответственно, еще и улучшение обойдется в 6 тысяч. То есть, тех, кто купил Редо, улучшение вам будет еще стоить 1000. Тех, кто купил вот этот подарок, вам будет стоить 500 звезд улучшения. Просто... Ну, мне кажется, кто покупает подарки за там 5 тысяч, 30 тысяч, навряд ли там стоимость улучшения, она какая-то критическая, да, типа денег нет на улучшение. Ну, камон. Все это просто будет заложено в стоимости и для дальнейшей перепродажи, либо для себя. Собачки, мне кажется, вообще вот прям идеально то, что можно поставить себе в профиль. Очень мало таких подарков, но собака прям кайф. Имейте это в виду, возможно, кто-то про это не в курсе. Что насчет, значит, следующего? Это какие подарки я считаю беспонтовыми. Друзья, вот эти подарки будут просто никому не нужны. Объясняю почему. Очень высокая цена по сравнению с сапплаем. Для 150-тысячного подарка цена 500. Вы уже видели, что было с Swagback. То есть это... Да, у меня, кстати, автобот сработал, скупил вот это вот замечательные замки. Вот. Ну, конечно, много будет зависеть, мне кажется, еще помимо там сапплая и стоимости, да, будет зависеть от скинов. Вот. Скины с каждым разом все улучшаются, и бывает такое, что вроде как цифры какие-то, да, непонятно, ну, с теми же номерами. Там что-то 20-25, ты смотришь, ну, типа, хрень какая-то, покупать, не покупать, а потом сами улучшения, они уже влияют, потому что многие люди коллекционируют именно цифры, коллекционируют на какую-то эпоху, да, там уже что-то, короче, закладывается уже после того, как подарок распакован, поэтому хрен его знает, может сейчас, как бы, да, это такой, ну, типа, песочный замок, ну, окей, а по факту сделают какую-нибудь тему, которая прям реально всем зайдет, ну, из улучшений. Вот. Ну, понятно, да, я как бы тут соглашусь, что такой supply и такая стоимость, ну, базово при текущем рынке еще навряд ли это интересная история. Те подарки, которые были от Snoop Dogg, они торгуются ниже себестоимости. Объясняю почему. Потому что прибавляем к этому стоимость улучшения, а это 100 звезд, 600 звезд, при этом supply 150 тысяч. Supply 150 тысяч это просто огромный. Также особенностью всех новых подарков, которые выходят, является тот факт, что они, ну, 90%, 99%, 97%, 99% их будет улучшено по итогу. То есть, если у старых подарков, которые выходили, например, той же зимой, вот это число 150 тысяч, его можно было на 30% сразу же вычитать, это вот недавнее улучшение доказали, 10-30% сразу вычитать, то здесь такого не будет. 1, 2, 3% максимум будут сожжены, и я вам просто говорю, что это будет торговаться где-то 80% от первички. Ну, короче, про то, что когда раньше старые подарки выпускались, их многие люди сжигали, получали звезды и окей. Вот. А сейчас все понимают их ценность, поэтому держат уже, ну, никто их не сжигает, только, наверное, в каких-то критических случаях. Вот. И, ну, кстати, да, последние подарки можно будет сжигать, если ты видишь, что что-то не то купил, можно сжечь, получить звездочки обратно, как хороший выход. Вот. Возможно, это даже будет выгоднее, чем продавать на вторичном рынке. Вот. Ну, кто его знает, наверняка, если человек покупал, то как бы зачем сжигать? Раньше, да, по незнанию многие перп жгли только так, только в путь, лишь бы получить 1700 звезд. Ну, то есть от первичной цены на 80%. И к чему я веду? К тому, что вот конкретно вот эти два подарка, это прям обсер. Это, ну, тоже, скорее всего, обсер. Я, ну, на 80% уверен, что это, опять же, будет около себестоимости болтаться. Насчет этих, опять же, ситуация спорная.
Я считаю, что для 5000 supply вот это невероятно высокая цена. То есть $450 я просто не знаю, что нужно для того, чтобы они в итоге торговались все выше себестоимости. А если учесть, что на рынке будет 99% продавцов, то есть все захотят слить эти очки, кто их будет добирать, я, если честно, не в курсе. Потому что это слишком дорого. Ну, очки, да. Вот в очки, я вот если тоже расставлять какой-то чарт, я бы поставил Ридо собачку прям в топ. Даже 5 тысяч, ну вот реально можно было ее продавать тысяч за 30, и она бы, мне кажется, еще бы даже иксов дала. А вот как раз таки при текущей цене ее, ну, если она выйдет на вторичке не сильно дороже, ну даже не дороже 2 иксов, я думаю, надо будет брать. Да и можно, конечно, и подороже, но там уже такое чисто на... Короче, жаба, наверное, задушит. Вот. Очки, да, такое себе, серф такое себе. Но, опять же, мы не знаем, что там будет, да. Ну вот очки, как бы... Камон, очки. А потом они сделают какой-нибудь дис прикольный, и все их захотят. Вот. Плюс мы не знаем утилити, потому что уже прошел год с того момента, как Дуров там что-то говорил про скрещивание подарков, про их возможности там применения, про вот эти вот... даже на текущий момент, то что влияет только, по сути, фон, да, и моделька. То есть даже сам вот этот вот редкость... Короче, тема, которая нарисована на фоне, она абсолютно никак не влияет. Хотя бывают такие моменты, да, даже где фоны супер редкие, рисунки супер редкие, а это не ценится. Возможно, при скрещивании это тоже может как-то сыграть довольно интересным образом. Но опять же, с очками вряд ли. Да, они, конечно же, скорее всего, будут торговаться просто в себестоимость или чуть выше, но я думаю, никаких иксах, которых мы видели у Sailor Moon'ов, и речи не идет. Что касается Редо, это прикольный подарок. Supply, конечно, ебанутый просто. То есть, если они Орлов, я говорил, выпустили тогда за 5000, 15 тысяч штук. Здесь они за 5 тысяч пустили 20 тысяч штук. Причем, опять же, я говорю, 19 900 из них будет улучшено по итогу. Это очень дорого, но поскольку сам подарок топовый, я уверен, что именно над дизайном этого подарка будет стараться больше всего, то я считаю, что он будет либо выше себестоимости, либо, ну, разумеется, отдельные модели прям хорошие иксы будут давать. В этом я прям, ну, уверен, типа на 90%. То есть, и приходим к подарку, который я... Да он 100% будет выше себестоимости, ладно, 99. Камон, ну типа 20 орлы, да, и символ Телеграма, символ вообще того, что олицетворяет Telegram. В одно время даже это вообще символ тон был, да, на CoinMarketCap заходишь, там собачка стоит. Ну, это, по-моему, самый сильный подарок, даже, ну, именно вот с точки зрения такой вот виральности, с точки зрения эмоциональной связи покупателя и пользователя для того, чтобы его хранить, холдить и не рассматривать как спекуляцию. Вот, это даже, ну, по сути, сильнее Пепы. То есть именно с точки зрения, опять-таки, вовлеченности. Да, Пепа крутой мем, но народ сидит в телеге, народ любит телегу, это такой своеобразный культ, поэтому собачка тут вообще вне конкуренции, вероятно, это самый топовый подарок на текущий момент, но посмотрим по улучшениям. Считаю больше всего гемом. Смотрите, друзья, на всех нормальных маркетплейсах, это Tonal, это Portals, продаются подарки от 1 тона. 1 тон это 220 звезд. И здесь с учетом улучшения подарок стоит 175 звезд. То есть какая бы вам модель, какой бы вам фон не выпал, даже если самые усранные, вы все равно будете обязательно в плюсе. Вот с этого. На текущий момент. Можно выпустить еще 10 коллекций по там, миллиону штук, и будут вообще 0,5 тонн стоить на Portals и где угодно. Но, как бы, да, в текущих реалиях 150 звезд за этот, что там, кокосик вообще топ. Подарком. Это, конечно же, безусловный плюс. Поздравляю всех, кто закупал кокосы, потому что я, опять же, о своем закупе, если не забуду, скажу попозже. И, значит, я считаю, что кокосы это вот прям то, что надо. Фламинго говно, вот это прям точно говно. Это все уже спорные моменты. Спасибо, 20 штук накупил. Ну, как бы, да, это автобот же, чё с него возьмешь, как говорится. Вот, вышла бы собачка Ридо. Я бы сейчас был бы счастливым обладателем собачки Ридо с автоботом. Но ладно, что будет у нас замки, будем верить в замки.
И здесь абсолютным гемом, ну, гемом, опять же, в каком плане, в каком смысле, считаю вот это. И в целом я кол давал на то, чтобы покупать именно дешевые подарки, потому что, условно, смотрите, ну, берем, например, 3 редо, да, если вы каким-то чудом успели их урвать. У вас, соответственно, 3 редо. Здесь вы можете... Кстати, как считаете, вот напишите в комменты, какие подарки теоретически имеют больше шансов на Stronghold? Типа, те подарки, которые покупались через автоботов, соответственно, скорее всего, большая часть миссии будет, ну, у там ограниченного количества людей, да, плюс которые прошарены уже. Либо те, которые покупались руками. То есть, условно, там, подарок, там, 100 тысяч штук, его откупили там 100 пользователей, но прям все имеют у себя на аккаунте. Либо же эти 100 тысяч штук разошлись там по 100 тысячам разных людей. Вот. Интересно. Взять 100 вот таких кокосов. То есть, если вы условно бота использовали, то могли 100 кокосов взять. Из 100 кокосов, чисто по теории вероятности, вам хотя бы 2 выпадет с, ну, черным фоном. Соответственно, если на Black будет шанс 2%. А, ну, может, конечно, и меньше, да, разумеется, такой шанс есть, но, возможно, даже и больше. И, разумеется, будут и редкие модели падать, и редкие сочетания. Из этих 100 обязательно что-то будет. И это при учете того, что каждая моделька и так торгуется в плюс. То есть, ну, это просто рациональнее, чем здесь рисковать и надеяться, что с 3 попыток тебе выйдет что-то классное и в итоге получить, ну, значит, по себестоимости все назад. Да собачка не будет по себестоимости, вот, ну, блин, вообще не верю то, что выйдут подарки, хоть бы какая усорная не было улучшение, не будет она по себестоимости. Ну ладно, это обсудили. Теперь самый такой вопрос часто задаваемый. Когда выйдут улучшения? Друзья, никто этого, к сожалению... Ну, реально, блин, ну, серьезно. Если собаки выйдут по себестоимости или дешевле, надо будет, ну, я со своей стороны, все там свои, сколько у меня там подарков есть, совершенно небольшое количество, вот, но продам и перельюсь полностью в собак. Ну, потому что собаки прям вообще кайф, гем, и за ними будущее. Кол был дан, короче. Вот, ну, блин, реально так рассудить. Самый, по-моему, топовый подарок, который сейчас есть в телеге, потому что есть связка всего вообще на свете, то, что олицетворяет Telegram и пользователей. Не знает, прям точно не знает. Опять же, насколько может все затянуться? Ну, смотрите, друзья, у нас до сих пор есть подарки, которые за полгода не получили улучшения. Например, вот сегодня, кстати, было 14 августа, сейчас уже 15, я ночью записываю ролик. Уже стукнуло, получается, ровно полгода, как вот этот подарок, или, например, кнопки, или вот этот подарок, или, значит, почти полгода, как не выходит вот на этот подарок, и на многие-многие другие. Уже полгода прошло, ничего не происходит. И почему ничего не происходит? Потому что начнешь делать улучшения, пользователи начнут их улучшать, а потом продавать. А после того, как они начнут продавать, рынок опять весь будет падать просто кошмарно. А когда рынок падает, когда люди видят то, что они купили, уже не столько не стоит и не дает иксов, Telegram не сможет продавать все это дело там за секунды или там за считанные минуты. Поэтому вот, наверное, с этим и связано. Вот, возможно, 1 сентября выйдут подарки и сразу с копом вообще куча улучшений. Если что, возможно, кто-то не знал, кто-то недавно в гифтах, 8 месяцев было ожидание скинов вот на данный подарок. Поэтому, друзья, вы должны это иметь в виду, что у телеги еще куча, значит, не выпущенных. Давайте я вам покажу вот официальный стикер-пак. Здесь вы можете видеть, сколько еще не выпущено скинов. То есть все, что после плюсика и до минусика, это те, на которые скины нарисованы, но они не выпущены. Все, что после минуса, это те подарки, на которые до сих пор пока не нарисованы скины. Как вы видите, их еще огромное количество, и, скорее всего, конечно же, что-то дропнут раньше, но я вам просто говорю, что настраивайтесь, что полгодика придется подождать, потому что много еще чего будет происходить, и в течение полугода все это будет рисовать, поэтому я рекомендовал покупать подарки в канал. Опять же, если хотите такие дельные советы, уж извините, но здесь он реально был. Ну, не знаю, полгода, не полгода, были же подарки, которые выходили сразу, ну, с улучшениями, которые можно было улучшить. Поэтому не факт, вообще не факт. Дельным получать, то просто подпишитесь на телегу. Я рекомендовал покупать именно. И, ну, в целом это логично, потому что рынки циклично себя в основном ведут. Итак, почему надо было покупать в канал? Ну, смотрите, друзья, если у вас подарки в канале, вы можете этот канал передать. Соответственно, по сути, в едином посте, ссылка на этот пост будет в описании, там
в этом посте, то есть для вас удобно будет. И на телегу подпишитесь. Значит, что касается этих сервисов, ну, например, Quant, то есть логично. Ну, короче, И дальше идет. Покупка каналов, покупка, соответственно, подарков в канал, перепродажа их, я так понимаю. Бывает да? то, что происходит, его тоже покупать по итогу, он торгует. Ну, с одной стороны, удобно, конечно, покупать подарки в канал, потому что заходишь, оставишь их себе, не заходишь, перепродашь сразу же, как, например, сейчас с рядошками, они уже, получается, сколько там, несколько иксов дали, да, люди за $250 перепродают. Вот, ну, такая, для краткосрочной прибыли, why not, интересно. Чё, где звук-то? 2000 улучшений. Ну, то есть думать надо всегда заранее, ребят, и 1000 раз подумайте, прежде чем что-то покупать, потому что, скорее всего, вы уйдете в минус. Если будет какое-то гемное предложение, условно, по себестоимости кокоса, это еще можно задуматься. Но какие-то другие предложения, где в 2-3 раза больше просят, тем более вот такое дерьмо, как вот это... Спасибо. Да-да, сейчас, ну, вот реально, если так думать, то смысл вообще какой заходить сейчас в подарки, он с каждым дропом становится все меньше и меньше. Типа вот если как бы поставить время на паузу и дать такой типа рациональный ответ, что бы я сделал сейчас, да, ну, была бы возможность, я бы купил бы только Ридо и все. Ну, понятно, тут как бы желающих много, да, ограничений куча и так далее. Вот. А просто за счет того, что толпа скупает, сейчас мы будем видеть вот такие вот качели. Конечно, просто сюр будет, если так покупать. Опять же, не расстраивайтесь, если типа, бля, я купил 20 этих домиков из песка, что мне делать? Ну, вдруг тебе упадет черный фон. Тебе черный фон сразу 5-6 моделей окупит, если он тебе выпадет. Настраивать себя на негативные тоже не нужно. Вдруг они какие-то невероятные скины отрисуют, да, и я окажусь неправ. Я просто... Мне кажется, подарки надо вообще покупать только с расчетом на то, что ты покупаешь это пофаниться. Если ты там, реально ощутимую сумму денег туда вкладываешь, ожидаешь там быстро все это дело прокрутить, то это вообще не та история. Тут зависит вообще от того, что как будет двигаться Telegram, как что решит Дуров, как отрисует скины, купят ли этот подарок вообще или нет, потому что ликвидность в подарках создается только от пользователей, либо там от авторов, разрабов площадок там и так далее. Вот, с теми же самыми монетами куда проще, ты можешь зайти в токен какой-то, да, подождать и сразу же выйти, потому что у тебя есть ликвидность и есть понимание, что, ну, типа, в любой момент ты нажмешь на кнопку и заберешь свои бабки, вот, у тебя всегда есть покупатель, а в подарках нет, типа, ты можешь выставить все вообще по лоу прайсу какому-нибудь, и будут они стоять, NFT-шки, не продаваться, и вот такая вот картина. Говорю, что уже было. То есть я прецедент видел и просто делаю вывод. Очень большой сапплай по очень большой цене для такого сапплая. Все, ну, вывод сделан. То есть вы можете посмотреть за 500-600 звезд, какие подарки с каким сапплаем продаются. Можно купить там варежки с сапплаем там 30 тысяч. То есть в 5 раз, значит, он меньше. Что касается, значит, вот я 2 последних пункта. Один супер маленький, я его уже упомянул, но все-таки давайте еще расскажу. Вообще последние дропы подарков, они были реально качественными по скинам. Давайте я вам даже сейчас приведу наглядный пример. Если мы зайдем в Gift Models и, я не знаю, просто откроем вот любые начальные подарки, ну просто посмотрите, то есть подарки, скины, на которые были выходили вот с самого начала, то есть вот самые первые подарки. Друзья, это буквально штамповка, то есть это просто перекрашенные модельки, и есть какие-то самые редкие с другими анимациями, но... Ну, я согласен, типа, дизайн подарков стал значительно лучше, 100%, вот, но не всегда тоже дизайн определяет. Тот же кирпич эфировский, да, по-моему, сегодня новость выходила, ну, там, что, камень там, да, просто максимально ущербная графика, $650 тысяч. Да даже, по-моему, в Тоне есть на GitGames какая-то коллекция камней, которые там по 80 тонн продаются. Понятно, что не каждый день, не каждый раз, но типа, камон. В основном это просто перекрашенный кал, и тогда, ну, в те времена Telegram вообще не старался над... То есть буквально, знаете, из всей коллекции они делали там не дефолтных анимаций 2-3 штуки. Ну, я согласен, лучше стараться. Тут как бы без вопросов.
сейчас они почти у всех, делают очень какие-то прикольные и запариваются. И поскольку это, попало под новую волну, под новый, как бы, тренд, то я на 90% буквально уверен, что в итоге будет очень хорошие скины на Редо. И теперь перейдем к неприятному. Это то, что автобот не сработал. Опять же, как я и обещал, значит, Moneybag... Ну, это уже тут разбор проблем автора, я так понимаю, с его автоботом. Вот. Ну, у меня автобот вчера сработал, поэтому я стал счастливым обладателем 20 песчаных домиков. Я не знаю, хорошо, что бот не сработал у автора или нет, но, возможно, если бы у него сработал бот, вы бы тоже стали счастливым обладателем какого-то количества песчаных домиков. Поэтому радуйтесь, ребят. Что ж, Леон Хассел, спасибо за контент, был рад заочно пообщаться. Напишите, что урвали по телеграм-подаркам, урвали ли вообще, и что думаете по 1 сентября. С вами был Алекс, будем с вами на связи. Всем пока-пока.